За последнее время было достаточно много новостей, которые четко говорят, что у нас есть тренд на ужесточение контроля, санкций и всего, что с этим связано. И совсем недавно одна из самых горячих новостей была про такую черную метку. Черная метка — это когда Еврокомиссия внесла Россию в черный список относительно отмывания денег и противодействия терроризму. Меня зовут Кучинский Кирилл, и в этом выпуске мы разберем, кому и чего стоит опасаться, и чего нам стоит ждать дальше. В Евросоюзе достаточно давно действует ряд ограничений, направленных на приток российских денег, на ряд секторов, а также на отдельных физических и юридических лиц. Это все началось еще в 2014 году, и в 2022 получило достаточно широкое развитие и интенсификацию. Также нужно отметить, что в 2023 году вышел Regulation 2023/878, который, помимо того, что подтверждал все действующие ограничения и санкции, также говорил о том, что все переводы компаний, которые связаны с Россией, то есть которые принадлежат российским гражданам, или переводы от российских граждан за пределы Евросоюза, они подлежат дополнительному анализу и контролю. То есть все финансовые учреждения по таким транзакциям отчитываются. То есть был накоплен с 2023 года огромный массив информации по тому, что заходит, что выходит из России. И в 2025 году каждая страна, которая контактирует с Евросоюзом, она периодически оценивается на предмет соответствия законодательству. Какому законодательству? AML, anti-money laundering. То есть, грубо говоря, мы говорим, вот есть какие-то непонятные острова, туда какой запрос не пришли, ничего не придет, они с нами информацией не делятся, налоги у них там ноль, вообще взаимодействовать нельзя, потому что оттуда заходят какие-то непонятные деньги. Все, мы с ними работать не будем, объявляем их сначала там в серый список, а потом в черный. В чем это выражается? То есть в чем выразилось вот этот черный список или серый, или как это работает? В принципе, никто на улице тебя серой или черной краской красить не будет. Это будет работать на уровне банков. У банков, если раньше для соблюдения санкций что нужно было сделать? Первое, нужно было отчитаться по переводам российских лиц или российских компаний. Это вот достаточно важный аспект. Второй момент. Если кто-то попал в персональные санкции, нужно было там заблокировать активы и тоже по ним отчитаться, но это именно персонально. Были также секторальные санкции, что, как правило, вот таким-то людям, например, нельзя способствовать привлечению финансирования. Теперь вышел 19-й пакет санкций, который сказал, что нельзя еще оказывать услуги резидентам России, которые находятся в России, даже если у них есть ВНЖ. Это работало только при определенных, в принципе, при определенных условиях. То есть вот все, что я перечислил, все ограничения, нужно было там проверить вот это. То есть это, в принципе, усложняло взаимодействие банков, финансовых учреждений с клиентами. Это всегда, все эти контроли всегда вводятся на уровне банков. И банку это, естественно, вдруг с какого-то перепугу нужно по всей базе там собрать информацию с 50 пунктов, ее проверить, а также доказать регулятору, что, в общем, ты прекрасно разобрался, действительно провел верификацию, все твои процессы и процедуры, они заслуживают доверия. Я говорю достаточно простым языком, в общем, все сводится именно к этому. А теперь дополнительно к этому появляется следующий контроль. Если раньше у нас были, скажем так, адресные проверки либо на определенный признак, либо на определенные действия, ты видно, что постоянно заходишь в банк клиент из России, это значит, что, скорее всего, ты резидент России. То есть вот он признак, да? Либо действие. Ты там предоставляешь финансирование какой-то организации, которая там в списках. А теперь вообще на все переводы из России и все переводы в Россию априори будет налагаться дополнительный контроль. Потому что говорят, то есть Еврокомиссия оценила и говорит, мы по своим процедурам оценили и считаем, что вот те механизмы и те процедуры, которые действуют в России, они недостаточны, и у нас есть повышенный риск отмывания денежных средств. Соответственно, глобально это приведет к тому, что все финучреждения, все финансовые компании, все адвокаты, все юристы, они дополнительно должны будут проводить проверку и дополнительно еще раз должны будут обосновать регулятору, что вообще в целом все окей. То есть мало того, что мы провели все вот эти проверки, мы еще дополнительно провели еще одну проверку, чтобы прям показать, что все хорошо. В конечном итоге это все приведет к тому, что реально российские деньги и взаимодействие с российской финансовой системой со стороны финансовой системы Евросоюза, оно все больше и больше получает, скажем так, тормозящих факторов. Все более сложно происходит переток денег и из России в финансовую систему Евросоюза, и наоборот. То есть нужно проверить для банка, который обеспечивает это все, ему нужно проверить массу факторов, плюс сейчас еще доп. Проверку ввели, и любой банк трижды подумает, а вообще зачем мне это нужно? То есть вот я с этого клиента, там, любое финучреждение, оно с клиента зарабатывает вот столько-то. А теперь нужно к этому добавить, точнее, не добавить, а отнять. Нужно отнять косты, которые напрямую ассоциированы с этим клиентом. Это все регуляторы, все по всему миру.
ну и в Евросоюзе в частности, они всегда говорят, ребят, нужно вот все, что мы, правила какие ввели, их нужно соблюдать. И если кто не соблюдает, а это достаточно важное правило с точки зрения регуляторов Евросоюза, все, будем за это жестоко карать. То есть и уже есть прецеденты. Для простого человека, если он действительно резидент Российской Федерации, и он не появляется на территории Евросоюза и не является резидентом, ему все сложнее и сложнее будет заводить деньги в Европу. Заводить это просто сделать перевод либо на свой счет, либо перевести за оплату каких-либо услуг, либо покупку чего-либо, например, недвижимости. Сейчас все эти переводы, они производились через третьи страны. То есть у нас вокруг России есть достаточно много стран, которые говорят, ну, мы же не Россия, да, соответственно, приходит российский гражданин, открывает счет в банке третьей страны и уже оттуда переводит деньги в банк или финансовую организацию Евросоюза. На данный момент контроль за такого рода переводами еще больше ужесточился. Это как раз соответствующий 19-й пакет санкций. У меня в Телеграм-канале как раз и был разбор новости о том, что Revolut ограничил переводы с карты на карту от третьих стран. Это как раз были те третьи страны, которые, в общем-то, служили буфером между Россией и Евросоюзом. Для того, чтобы пользоваться полноценной финансовой системой Евросоюза, придется в Евросоюзе жить. И жить по правилам Евросоюза. Если вы хотите жить вне территории Евросоюза, то вы столкнетесь с массой ограничений, которые постоянно ужесточаются. Отдельно хочется поговорить про блокировки. Как таковых блокировок вряд ли будет. То есть никто из финансовых учреждений просто так на основании того, что вы из России, Россия в черном списке, они блокировку производить не будут. Скорее всего, они просто закроют счет. Без объяснений? Да, абсолютно без объяснений. Честно говоря, у любого практически финучреждения, у них как таким пескоструйным аппаратом все требования ошлифованы. И у них у всех, если вы почитаете вот эти огромные простыни, они всегда написаны в пользу банка, в пользу финучреждения. Это сделано не потому, что они такие вот негодяи, а потому что, когда у тебя 1000 клиентов, и из этой 1000, не дай бог, там 100 напишут жалобу, да это просто умереть. Сколько можно разбирать, сколько нести рисков, сколько отвечать, потому что во всех этих учреждениях они поднадзорны, им нужно соответствовать всем требованиям, и, собственно, именно этим и обусловлено их жесткое следование правилам, в том числе по санкциям. Есть условный Вася. Он решил прикупить недвижимость. Для этого нужно, первое, заплатить юристу, заплатить адвокату, найти эту недвижимость, физически приехать. Соответственно, когда ты просто физически приезжаешь, желательно иметь с собой хоть какие-то карты. Вот карты, например, не работают. Теперь, допустим, у тебя остался или ты умудрился открыть счет. Ты хочешь на него перевести деньги, чтобы оплатить недвижимость, а с этим возникает проблема, потому что вот у тебя есть черная метка, у тебя есть просто такой тикбокс, который заставляет учреждение проводить доп. Проверки. И он тебе говорит, слушай, мы вот сейчас смотрим, очень долго, очень внимательно, но, к сожалению, этот перевод принять не сможем. И, в принципе, вот дальше вся эта история не... Там много еще различных подводных камней, но у нас цель этого видео не проанализировать такой вот путь клиента, которому нужно вот сюда обратиться, сюда обратиться, сюда обратиться. Мы в целом даем анализ ситуации, что происходит. Есть очевидный тренд на ужесточение. Этот тренд на данном этапе никак не сломлен, он не затормозился, и, по сути, происходит взаимная изоляция финансовых систем. Для простого человека это значит ровно одно, что если ты хочешь получать все финуслуги, пользоваться всеми доступами в Евросоюз, придется, скорее всего, сюда переезжать. В противном случае это такой квест с непонятным результатом. Даже туристы попали под некоторого рода ограничения. Помимо того, что сейчас визы дают хуже, там еще что-то, но это не финансовое ограничение, не ограничение накладывания финансовой системы. Турист из России, он уже не сильно-то может заплатить русской карточкой. Он может гипотетически открыть счет либо в третьей стране, либо вот как раньше, если там для мелких сумм он мог держать счет в революте. Но теперь с 19-м пакетом санкций это стало запрещено. Те ограничения, которые накладываются именно санкциями, они, в принципе, делают взаимные переводы, не то чтобы невозможными, но сильно-сильно их усложняют. В моем Телеграм-канале недавно была новость о том, что Банк России облегчил переводы в дружественные страны. Это, в принципе, сделано для стимулирования спроса на валюту и для контроля за курсом рубля. Насколько мера будет эффективной, не могу говорить, но в целом она коррелирует с тем, что мы видим. То есть, в принципе, спрос на валюту, он спал. Потому что, а зачем, если у тебя столько всяких препонов, да никто не будет покупать евро, переводить куда-то и дальше ждать результата. Плюс все, что я вам говорю по данному направлению, я в этой области отработал 10 лет. Я в этой области разбираюсь достаточно профессионально. Для того, чтобы просто обычному человеку понять, что с этим делать, что можно, что нельзя, фактически это нереально. То есть даже я перед выпуском проверял все ссылки на законодательство, даже те же поисковые системы или чат GPT, он
не выдает навскидку все те ограничения, которые нужно соблюдать. То есть, когда я его спрашиваю точечно, да, все хорошо. Но когда я его просто спросил, вот есть такие-то ограничения, пожалуйста, дай мне дату законопроекта и краткую выжимку. Он их не нашел. Соответственно, ну, как обычный человек разберется, он будет следить за новостями, потом что-то чувствовать, переживать, что у него там сложится со счетом, то он просто не будет переводить. Вот, собственно, вот такой исход. Поэтому подпишитесь на мой YouTube, чтобы быть в курсе событий и получать объективный разбор. С вами был Кучинский Кирилл, независимый трейдер, аналитик. До новых встреч.